Погнали делать новый видос. А? Что? Не понимаю, о чем ты. Опять работа? Так, хорош, пора заливать что-то новое. Вы охренели? Да в мире даже ничего интересного не происходит. Согласен, вот после весеннего сезона будет о чем поговорить. Ну и хрен с ним. Если вы живете не в пещере, то наверняка за последний год слышали о вездесущем коронавирусе, который буквально охватил всю планету. Вызвал массовые экономические и социальные потрясения во многих странах. Нет, серьезно, это что, блять, такое? Но мы здесь с вами не для того, чтобы обсуждать правильную социальную политику. С вами Tough Project, и сегодня мы поговорим о том, как пресловутый вирус повлиял на аниме-индустрию Японии. Одним из первых случаев был перенос 7-го эпизода «Бесконечного дендрограмма» с 20 на 27 февраля в связи с последней на тот момент вспышкой коронавируса. Последовавшая за этим отмена ежегодной выставки Anime Japan вселяла уже куда большие опасения, чем перенос одного эпизода. Но все были в предвкушении весеннего сезона, и дальнейшего предсказать никто не мог. Первоначально запланированный старт второго сезона Re:Zero в апреле был перенесен на июль. К тому же сезон был разделен надвое, и вторую половину мы увидим только в январе. А ведь по изначальной задумке второй сезон должен был красиво стартовать 1 апреля, в день рождения Субару, и закончиться 23 сентября в день рождения Эмилии. Долгожданный третий сезон Эрагайро также был перенесен с весны на лето. Под нож переносов попали и продолжение третьего сезона САО, непризнанной школой владыка демонов и No Guns Life. Пятый сезон кулинарных поединков Сомы продержался в эфире 3 эпизода, но тоже был вынужден уйти до лета. Эта история повторилась и на 16-м эпизоде нового Рейлгана. Даже бесконечные аниме, как One Piece, Наруто, Боруто и Black Clover взяли перерыв в несколько месяцев. Однако, благодаря своевременно предпринятым мерам и переводам сотрудников на режим удаленной работы, все эти аниме благополучно добрались до эфира. Давайте оценим то, как пандемия повлияла на производство аниме. Ряд аниме-студий сразу перевели своих сотрудников на работу из дома. При этом многие аниматоры-фрилансеры уже давно работают удаленно, так что для них не было особых проблем. А вот многим офисным сотрудникам пришлось в срочном порядке настраивать дома VPN, чтобы подключаться к вычислительным мощностям студийных компьютеров. Просто оцените, как выглядела типичная работа такой студии во время карантина. Конечно, не у всех все прошло гладко. Одни студии нарвались на серьезные задержки из-за того, что часть рисовки отдана на китайский аутсорсинг, где работы во всех учреждениях останавливали на недели. Другим пришлось переходить с ручной рисовки на цифровые технологии. Для некоторых студий, вроде 3D CG и специалистов постпродакшена, переход на новый режим оказался по-настоящему серьезным испытанием. Такие студии, как Kyoto Animation, публиковали объявление о временном закрытии и возобновили работу после отмены режима ЧС. Аналогично поступила и Polygon Pictures, объявив о переходе на удаленный режим. Со слов сотрудников этих студий, утвержденные сроки выполнения работы внезапно потеряли смысл. Напрашивается мысль, что такие задержки позволяют доработать отложенные сериалы. К сожалению, в индустрии аниме на каждый проект выделяется фиксированный бюджет. Привлечь дополнительные средства студия может только из собственных резервов. А для многих студий-фрилансеров, живущих от проекта до проекта, отсутствие дополнительного финансирования в такие длительные простои может и вовсе стать причиной закрытия. Не меньше пострадала и озвучка аниме. В Японии звукозаписывающие кабины настроены под группу людей, которые одновременно записывают голос эпизод за эпизодом. Теперь соблюдение социальной дистанции на студиях звукозаписи уже не позволяло записывать 10 человек одновременно. А значит, и время, которое режиссер тратит на работу, увеличивается в несколько раз. Многие студии вообще были вынуждены организовать виртуальную озвучку через Skype. Да и самим Сею эта ситуация усложняет работу. В такой обстановке уже так легко не поимпровизировать. Если раньше за один сеанс записывался один эпизод, то теперь актеры озвучивают несколько серий за раз, стараясь записать как можно больше своих строчек в отведенный промежуток времени. Получается, что влияние на производство сильно разнится от студии к студии. Однако реальный риск связан с тем, что индустрия аниме — это тесная сеть студий, которые нанимают друг друга для дополнительной работы.
один заболевший художник или аниматор могут полностью нарушить тщательный график работы. А так как большинство студий передают часть работы другим компаниям, то проблемы в этих компаниях-аутсорсерах могут задерживать доставку промежуточных изображений, фонов или компьютерной анимации, волной распространяя срывы графиков работ. Еще одним вызовом для индустрии аниме стал избыток сериалов, которые негде транслировать. В каждом сезоне существует примерно 50 слотов для показа 30-минутного эпизода аниме на телевидении. Но в летнем и осеннем сезоне уже от 80 до 100 тайтлов сражались за ограниченное пространство, из-за чего приоритет пришлось отдавать сериалам, которые либо почти завершены, либо уже готовы. Этот эффект домино, который мы можем наблюдать и сейчас, привел к переносу многих аниме и все еще продолжается. Добавляем ко всему вышесказанному отмены ивентов, концертов, выставок, закрытие тематических кафе и атаку магазинов, и получаем катастрофические потери не только для компаний, занимающихся распространением мерча и организацией предприятий, но и для всей аниме-отрасли в целом. Но вернемся к самим тайтлам, ведь волну переносов было уже не остановить. Второй сезон непутевого ученика в школе магии, ремейк «Когда плачут цикады», продолжение 4-го сезона волейбола, новое аниме от авторов Данганронпы Акудама Драйв и 3-й сезон Данмачи были отложены до октября. Отчего и продолжение таких тайтлов, как «Обещанный Неверленд», «7 смертных грехов», «О моем перерождении в слизь», «Логин Горизонт» и «5 невест» уехали на 2021 год. Туда же отправились и всякие мертвые души, такие как «Для тебя бессмертный», «Реинкарнация безработного» и «Да, я паук и что же», у которых определенной даты релиза и так не было. Также не забудем упомянуть о переносах фильмов по Violet Evergarden с апреля на сентябрь, третьей части Fate Stay Night Heaven's Field с марта на август и четвертого фильма по Евангелиону с июня на... ни за что не угадаете, неопределенный срок. Да, ни разу не было, и вот опять. Даже новый фильм по аниме Free о клубе пловцов старшей школы, выход которого был приурочен к летней Олимпиаде 2020 в Токио, пришлось перенести на год. Подведя итоги, можно смело сказать, что индустрия аниме не смогла остаться невредимой за время пандемии. Студии, которые переживали и без того плотный график, просто не были готовы к такой ситуации и стали вынуждены искать новые решения в своей работе для скорейшего восстановления и отправки аниме на релиз. По словам сотрудников различных студий, COVID-19 это одно из худших потрясений, что случались в аниме отрасли. Что и неудивительно, ведь индустрия аниме всегда боролась с нехваткой кадров и людских ресурсов, что затрудняет жизнь всем, кроме как самым успешным студиям. Естественно, никто не намерен сдаваться. Студии восстанавливаются и продолжают свою работу несмотря ни на что. Тошио Судзуки, главный продюсер всем известной студии Ghibli, уже сообщил, что коронавирус не повлиял на успехи студии в работе над следующим художественным фильмом Хаяо Миядзаки «Кимитачи ва Доко Юкирука». И релиз все так же планируется в течение ближайших 3 лет. Конечно же, пострадавших в этой индустрии на самом деле было еще больше. Лайф-экшены, манга, игры, ранобэ. Вирус не обошел стороной никого, и тема эта довольно обширная. Напишите в комментариях, какое из ожидаемых вами аниме попало под перенос и что вы думаете об этих событиях. Ну а с вами был Tough Project. Не болейте, ставьте лайки, увидимся через скоро. А вирус не страшен нам, водки 100 грамм, лечиться буду сам, забив на ваше мнение.